свете начала съемок фильма по игре Getting Up. Things are different now. They're watching us, looking at our every move. Я хочу вам рассказать, что за раритет такой, то есть об игре, о великом саундтреке и ее влиянии на подрастающее поколение в момент выхода игры. Когда большинство в 2006 году играли до сих пор в GTA San Andreas, я вовсю расширял свой кругозор посредством алмаза под названием Getting Up. Единственная игра, которая очень сильно сосредоточилась на культуре граффити и всему сопутствующему, вроде терминов, легендарных художников и истории самой культуры графферов. Чтобы войти в историю, нужно знать историю того, что было до тебя, и уважать тех, кто в нее вошел. Для своего времени игра была инновационная, учитывая, что сейчас мы наблюдаем каждый год конвейерные игры по типу Call of Duty и Ассасинов. Это был невероятно рискованный шаг, рассказывает в интервью к игре автор идеи Марк Экко. Он же является и создателем линии одежды с носорогом на логотипе Eco Unlimited. Этот логотип мы еще не раз увидим в самой игре. В тот момент, когда Марк решился все же создать и рассказать о культуре, от которой сам фанател, у него были долги на 7 миллионов вечно зеленых. Сколько? Его это ничуть не смутило, а наоборот, больше подстегивало создать нечто, что заинтересует покупателей его одежды, в надежде увеличить свои продажи. К сожалению, журналисты приняли игру холодно. Каждой негативной рецензии били Марка по самым больным местам. Моя плохая! Хотя впоследствии игра приобрела народную любовь, несмотря на низкие оценки от журналистов и слабые продажи. Каждый из обзорщиков подробно вам расскажет про сюжет. Ты просто видеосос. Поэтому я не буду особо заострять на нем свое внимание, а лишь немного его коснусь. Он не пестрит чем-то выдающимся. Есть ощущение Оруэлла и его романа «1984». Когда ты желаешь получить свободу, но сраное правительство обрубает любые попытки изменить все к лучшему. Семейные перипетии и жажда мести, которые мы видели уже. И не раз. Бабуля не говорила тебе, от чего умер отец, а? Что? Ты знал моего отца? Мы с ним вместе на улицах росли, парень. Это была игра на выживание. Вы можете сказать, что в таком случае можно было создать простую песочницу, а я вам скажу, что тогда игра была бы уж очень пустой и неинтересной. Сюжет нам необходим, он оправдывает появление новых рисунков, новых навыков, а также знакомит с культурой граффити и ее историей. О, бей! Шепард Ферри? Да ладно, я знаю. У Андрея есть команда. Очень крутая. Хочу отдельно отметить довольно забавный дубляж, который разбавлял эту мрачную атмосферу Нью Радиуса. Главного героя, Трейна, озвучивал ныне известный актер дубляжа как Петр Гланц. Сейчас он довольно востребованный голос русского дубляжа. Эй, пес, я слышал, ты любишь ботинки. Так что я засунул мои ботинки в этот ботинок, чтобы я мог топтать тебя, пока я топчу тебя. Играть в нее действительно интересно, так как у тебя есть прогрессия, только не в виде циферок над головой, а в виде дополнительных механик нанесения рисунка. Можно и стену забомбить, подраться, покидаться палками во врагов, полазить по стенам, использовать стелс, и все под аутентичный саундтрек. Кстати, о нем. Музыка составляет основную часть всей игры. Без нее бы мы не прочувствовали все настроение трущоб, напряженных моментов, когда бомбишь поезда или наоборот спокойные участки, где тебе дают немного передохнуть. Каждый трек играет в нужном месте и в нужное время. Основную партию музыки написал приглашенный музыкант RJD2. К сожалению, кроме этого саундтрека, я у него ничего не знаю. В любом случае, работу он проделал хорошую.
Остальные треки были приобретены по лицензии, и они шикарны. Настолько разные, что недоумеваешь, как настолько разные треки собрались в одной игре. Yeah, sending this one out to my man Killer B. No doubt, indeed. Из всего списка песен на тот момент я знал лишь одну. Остальные я, как примерный ребенок, закинул себе на MP3 плеер. Это еще одна игра, которая обновила мой уже и так большой список музыки из игр. Можете глянуть в этих роликах. Как раз рассказываю о парочке игр, откуда я черпал свой музон. В свое время я проходил эту игру кучу раз. Один раз с читами, другой с читами, но на 100%, без читов и так далее. В общем, игра очень сильно повлияла на меня в то время. Настолько сильно, что я уговорил своих друзей тоже начать заниматься граффити. Чтобы быть крутым райтером, тебе обязательно нужен был скетчбук. И у меня такой был. Все начиналось как простая практика рисования. Но позже все переросло во что-то более крутое. Мы с друганами со двора создали группировку, которая называлась Outlaws. Затегали весь город, в котором я жил. Писали в основном ОТЗ, сокращение от Outlaws. Мы были типа неприкасаемые. Выпрашивали деньги у родителей на баллончики с краской. Рисовали обычными баллонами, хотя хотелось как в игре, баллончиками Монтана. В итоге мы списали весь город и забомбили кучу стен. Также, когда я играл в какие-то игры, где нужно было назвать свой город, я называл его New Radius в честь игры. Переходим к самому главному, а именно к фильму, который только на начальном этапе своего производства, но ему уже есть чем похвастаться. New Radius used to be alive, brimming with culture. That was the golden age. Wish I was smart enough to appreciate that then. Появился такой человечек, энтузиаст, которого зовут Эллиот Мантелло. У него была идея создать концептуальный трейлер по игре, чтобы поднять шумиху и привлечь самого создателя, Марка Экко. Тем самым обсудить проект полнометражного фильма. Понадобилось около 2 дней, чтобы новость распространилась настолько, что сам Марк изъявил желание присоединиться к проекту и стать его продюсером. К работе также были подключены RJD2 и многие другие, кто участвовал в создании игры. После длительных обсуждений и подготовки ребята во главе с Эллиотом начали съемки того самого концептуального трейлера по игре. Ушло у них на все 5 съемочных дней, дофига кофеина и полные легкие выхлопных газов. Тизер вышел 9.06, 6 сентября. Эта дата отсылает нас к игре. Кто проходил, знает, что она означает. Вот я посмотрел концептуальный трейлер и охерел просто, когда увидел, что получилось создать у ребят. All of Sun's corruption got us so distracted and divided. We're fighting each other. Someone's got to do something. Gotta stand up. Gotta write the truth. Это очень качественное зрелище, хоть и короткое. Очень много ключевых моментов из игры перекочевали в фильм. Уже можно найти несколько сравнений кадров из игры и фильма. В фильме также появляется актер, который играл в очень страшном кино, но тут он выглядит совершенно иначе.
What the hell is an SFC anyway? Just some attention-starved vandals, sir. I can assure you the CCK have leads on the inside with all these gangs. They will not be a problem. На сайте Getting Up висит объявление о помощи. В том, чтобы мы, как фанаты этой игры, просто-напросто распространили информацию и помогли в поисках действительно больших продюсеров из киноиндустрии. Пока у нас есть только пилотная серия, но есть надежда на полнометражную картину или сериал. This battle ain't just about me. It's bigger than me. It's about us. If we won't be heard, we will be seen. Всем спасибо, что досмотрели до самого конца. Переходите на сайт Getting Up. Ссылочку я оставлю в описании. Ну а я прощаюсь с вами. Подписывайтесь на Instagram, Telegram, канал. Вас ждет еще много всего интересного. И пока. Намана!